так неожиданно в конце апреля идет снег. Мы на летней резине. Этого, конечно, в планах не было. Но на самом деле это забавно. Дворники работают тихо и бесшумно. Вообще нет никакого звука. В сентябре 2020 года мы решили ждать именно этот автомобиль, именно третью генерацию. Они были уже как несколько месяцев представлены в Китае. Вот, и было принято решение ждать. То есть прошло с того момента, представьте, 8 месяцев, до момента получения. На тот момент мы походили по всем салонам и прошли тест-драйвы практически всех марок автомобилей из того круга, который мы, соответственно, хотели себе приобрести. И получили картину достаточно интересную. Как оказалось, даже какие-то именитые бренды на деле оказались не такими уж удобными, не такими в чем-то, может быть, качественными. И когда я увидел Havail второй генерации впервые, он мне, по правде говоря, показался таким каким-то неказистым утенком. Вот. Потому что не было информации о нем. И первое впечатление было, конечно, противоречивое. Все-таки ощущение, что это Китай, это должно быть что-то не совсем качественное, может быть. Но, опять же, после того, как мы прошли тест-драйв на Havail, вот, по этому поводу хочу передать особый привет менеджеру Дмитрию из Днепровской элиты, который прямо на входе встретил нам и предложил сходу пройти тест-драйв. То есть мы реально не готовы были вообще даже рассматривать Havail, но просто решили попробовать проехать. И фактически с первых минут были удивлены этим автомобилем. Во-первых, было очень удобно водительское сиденье пассажиров сзади, много места, большой обзор, такое ощущение очень грандиозного такого автомобиля. Плюс к этому, конечно же, сумасшедшая динамика. На тот момент были спорные ощущения, непонятные ощущения отдачи рулевого колеса и тормозов. Кстати, хочу сказать, что в этом автомобиле таких вопросов и ощущений у меня не возникло. Вот. И с сентября 2020 года мы осознанно решили ждать этот автомобиль. На тот момент информации было практически ноль. Постепенно я смотрел ролики, обзоры на Havail второй генерации, даже, может быть, предыдущих моделей. Также хочу передать привет и большое спасибо ребятам, которые своей работой сформировали мое мнение, положительное мнение по поводу этого автомобиля, в частности Роману Романову и другим блогерам, которые рассказывали про этот автомобиль. Хочу сразу попросить прощения за, может быть, не совсем идеальное качество видео. Этот вопрос будет решен. Мы просто решили снять быстренько, поделиться именно первыми впечатлениями, самыми свежими. Вот, и, скажем так, в полевых условиях это проходит. Итак, если вернуться к предыдущей теме, то по мере того время мы узнавали, что уже в Китае появляются двухлитровые версии, появляются версии с полным приводом. Это, конечно же, все радовало. И когда 1 марта стало известно, какие будут комплектации, я как посмотрел этот список, то просто, скажем так, от удивления глаза на лоб вылезали, да, как сказать. Потому что просто в автомобиле есть все. Конечно же, сразу я сделал предзаказ, и мы стали ожидать автомобиль. Прошло чуть больше, вернее, около 2 месяцев. Позвонили ребята из автосалона в Киеве, конкретно, который находится на Бориспольской трассе.
Богдан Индустрия, менеджер Дима, позвонил и сказал, что так получилось, что есть одна свободная машина из тех 5-6, которые приехали на тесты. Ну, конечно же, я дал добро, что приедем, заберем. И вот сегодня мы ее забрали утром. Хочу передать особый привет и слова благодарности автосалону Богдан Индустрия, менеджеру Дмитрию, который продал мне этот автомобиль. Когда мы подъехали к автосалону и увидели этот автомобиль, он уже стоял на улице, то, конечно, ощущение после того, когда ты видишь на картинке, видео и вживую, абсолютно разное. Поверьте, у кого есть возможность, рекомендую сходить, попробовать тест-драйв. Это абсолютно две разные вещи, включая все, включая его размер, включая какие-то моменты касаемо тех же дисков. Кому-то диски не нравятся, но когда вы посмотрите вживую, я думаю, что вы можете изменить свое мнение. То есть автомобиль реально смотрится очень так достаточно грандиозно, плюс к этому большой. По сравнению со второй генерацией я заметил гораздо больший просвет между колесами и арками. Это уже далеко не первый автомобиль, который я новым забираю из автосалона, поэтому, ну, скажем так, уже пятый. Поэтому, по правде говоря, отношение было такое, ну, автомобиль и автомобиль. Вот. К тому же каких-то особых ощущений, ожидания, там, какого-то мандража, по правде говоря, не было. Но увидев автомобиль, конечно, мнение изменилось. Он впечатляет. Система удержания в полосе работает следующим образом. Подруливает полностью. Вот, сейчас отпущу руку. Сама. Где-то примерно за 5 минут мы оформили все документы, я получил ключи. В принципе, уже можно было уезжать. Сели мы и первым делом поехали на заправку. Я решил заправить, просто попробовать. Как раз еще такая возможность случилась. Был сотый бензин. Я залил сотый бензин. И в данный момент расход, средний расход 8,7 литров. Конечно, по ощущениям внутри, как будто бы ты едешь в премиальном автомобиле. Это ощущается и в материалах, и в поведении, и в самом таком вот положении, которое выше как бы других автомобилей, да, потому что автомобиль высокий. Конечно, сегодня я смогу дать только какие-то поверхностные общие суждения, потому что сам привыкаю, сам смотрю, что к чему. Но что хочу выделить из того, что сильно бросается в глаза. Мне доводилось ездить и в очень хороших автомобилях, поэтому есть чем сравнить. Во-первых, очень хорошее качество материала внутри, то есть ощущение, как будто бы ты едешь в премиальном дорогом автомобиле. Возможно, не лакшери, но достаточно премиальном. По ощущениям, это примерно в 2 раза дороже стоимости автомобиля, да? Вот. И второй момент, очень важный, наличие электронных помощников. Вот как заявляют, что здесь новая интеллектуальная система, это действительно какой-то новый уровень вождения. Сам пока еще нащупываю, как оно все работает. Это все очень необычно, все очень
поражает, в общем, воображение, потому что машина сама полностью подруливает, машина останавливается, машина сама трогается, она показывает тебе, выводит всякую информацию. Это еще при том, что я за время, которое я тут провел, около 5 часов, я еще даже фактически не успел ни с чем разобраться. Что еще можно заметить? Можно заметить по дороге, и где мы останавливаемся, например, на заправках, интерес со стороны людей. Люди смотрят, не все, конечно, но явно заметно, что люди обращают на автомобиль внимание. И это тоже как-то, скажем так, радует. Автомобиль на дороге чувствует себя уверенно. Абсолютно нет никаких лишних кренов. У меня было опасение по поводу отдачи рулевого колеса, как оно себя будет вести, и по поводу тормозов. Но скажу, что автомобиль в этом смысле себя ведет прекрасно. Конечно, более подробно я сейчас этот вопрос не хотел бы раскрывать. Наверное, нужно посвятить будет этому какое-то отдельное время. Вот. Но пока только радует. Руль очень уверенный. Фактически придерживаю одной рукой слегка. Руль сам подруливается. И ты не тратишь усилия на то, чтобы управлять автомобилем. Просто сидишь и релаксируешь. Конечно, надо попытаться не уснуть в это время. Но посадка достаточно удобная. Хотя мне и пришлось как-то поискать свое место. Но я его нашел, и посадка достаточно удобная. То есть сиденья мягкие, поддержка по бокам. Допустим, что касается сидушки, то она вполне по вылету мне подходит. То есть по ощущениям вообще все гармонично и прекрасно. И в завершении на сегодня хотелось бы добавить, что мы уже проехали порядка 400 километров, абсолютно не устали, как пассажиры, так и я как водитель, что на предыдущих автомобилях, по правде говоря, было гораздо сложнее ехать. То есть вы тратите мало усилий на управление автомобилем, это факт. Кроме этого, надо еще разбираться, потому что системы, которые предупреждают, скажем так, об опасности, системы выхода с полосы, превышения скорости, они постоянно издают звуковые сигналы. Это как-то надо отключить, потому что ездить с этим на самом деле очень сложно. Не в том смысле, что ты как-то нарушаешь или неправильно себя ведешь на дороге. Просто оно так как бы по ходу происходит, что по-другому не получается у тебя вести автомобиль, и оно все время пикает и пикает. Даже вот такие есть участки дороги, и раньше, например, на седане они преодолевались с болью и со слезами, то сейчас, в принципе, это проходится все достаточно легко и комфортно. Автомобиль дает фору нашим украинским дорогам, и даже вот эту дорогу он определяет разметку, пытается держать в полосе и, в общем-то, думает, что едет по нормальной цивилизованной дороге. То есть вот такой вот умный автомобиль. Ну что, на сегодня буду прощаться. Буду собираться с мыслями для того, чтобы в дальнейшем придумать какие-то интересные темы, которые будут раскрыты уже более четко, более конкретно, более понятно. Хочу поблагодарить всех, кто выразил поддержку в чате, в частности, также на канале. Ребята, правда, большая благодарность. Буду с такой же обратной, скажем так, связью, реакцией относиться ко всему происходящему. Удачи вам, впереди праздники, хороших праздников, счастья вам, вашей семье, всего доброго, до встречи.